Приветствую вас на канале Техревизор. Реноватор – инструмент, относительно недавно появившийся на рынке, но заслуживающий внимания как любителей, так и профессионалов. Вот лишь некоторые заявленные производителями возможности: шлифовка, зачистка, удаление остатков стройматериалов, разрез деревянных, пластиковых деталей, отслаивание приклеенных материалов. Ну как, впечатляет? Но не спешите вешать на гвоздь имеющиеся у вас электроинструменты. Они 100% пригодятся. А вот в каких случаях лучше использовать реноватор и как правильно его выбрать, узнаете, ознакомившись с материалом ниже. Наша команда при помощи экспертов изучила технический аспект, а также отобрала десятку лучших моделей, присутствующих на рынке. В общем, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А я начну представлять вам участников топа. Начну с лучших реноваторов, работающих от сети. На пятом месте стоит Elitech Mi 500EC. Самый мощный, но при этом самый дешевый, 6500 рублей, реноватор в рейтинге. На первый взгляд все идеально. В кейсе шлифовальная насадка с комплектом шлиф-листов, пилка по дереву, прорезиненная ручка, дополнительная рукоятка, отвод для подключения пылесоса, плавный пуск и система стабилизации оборотов во время работы. Единственное, что сразу смущает, маленькое количество ударов в минуту. А всего 16 тысяч при минимальном пороге 8 тысяч. Хоть производителям и заявлена возможность резьбы по дереву, обозначенные характеристики явно недостаточны для этого. Тем более инструмент не предназначен для работы с мягкими материалами по типу картона, линолеума, пластика. Некоторые пользователи отмечают существенный нагрев во время работы. Также вызывают нарекания качества кейса, насадки из коробки, которые не садятся на вал, и недолговечная система крепления. По итогу имеем дешевый инструмент с необоснованно завышенным показателем мощности двигателя с претензией на профессиональный. При этом остальные характеристики не дотягивают до такого звания, а длительные работы без перерыва с частой заменой насадок выводят инструмент из строя уже в первый год эксплуатации. Можем советовать его для мелких домашних работ по шлифовке и зачистке разных твердых поверхностей. При этом, если есть возможность переплатить, обратите внимание на Bosch PMF 220 CE. Если инструмент планируется использовать в профессиональных целях, переплатить придется намного больше. Четвертую строчку рейтинга занимает DeWalt DWE-315KT, модель американского бренда, популярного в России. Особенность – возможность использовать насадки других брендов посредством комплектного переходника. Если у вас уже есть, например, пильный диск от Bosch, или вы считаете его гораздо лучшим по качеству, то сможете использовать его в этом реноваторе. Интересен собственным комплектом насадок. Набор для работы по дереву включает пильный диск, пилки для выполнения точной резки по дереву, в том числе с наличием гвоздей, шлифовальную пластину плюс 25 шлифовальных листов разной зернистости, классический и полукруглый скребок для удаления материала, ограничитель глубины реза, направляющую для прямого реза, отвод для пылесоса, всего 37 единиц. Учитывая заявленные технические характеристики, мощность 300 Вт, частота колебаний 15-22 тысячи в минуту, подсветка рабочей зоны, можно назвать инструмент полупрофессиональным. Нужен ли такой в быту? Учитывая ценник в 23 500 рублей, сомнительно. Почти идеальный инструмент, ни одного негативного отзыва пользователя. Однозначный лидер в экспертной среде, но мы за разумный выбор. Для использования в быту большая часть насадок не пригодится, переплата неуместна. Рекомендуем тем профессионалам, кто превращает возможность реноватора в свое хобби или источник дохода. Для использования в быту лучше приобрести инструменты из топ-3. Тройку лидеров открывает Black + Decker MT300KA. Один из самых дорогих реноваторов рейтинга, но мы нашли оправдание ценнику в 17 500 рублей. Во-первых, это качество исполнения. Кейс и корпус самого инструмента выполнены из плотного, тактильно приятного пластика. Имеются прорезиненные вставки, никаких люфтов, в руке лежит очень удобно. Во-вторых, это комплектация. Шлифовальная насадка, шлифовальная бумага разной зернистости 6 листов, режущий диск, пильное полотно для резки заподлицо, жесткий скребок, гибкий скребок. А в-третьих, DeWalt предлагает переходник для использования насадок сторонних производителей. Комплектные насадки и все прочие, предлагаемые производителем, меняются без дополнительного инструмента.
Ну и характеристики. Мощность 300 Вт, диапазон частоты колебаний 10-22 тысячи в минуту с возможностью регулировки, наличием электронной стабилизации, угол колебаний 2 градуса, есть отвод под пылесос. Немного расстраивает отсутствие системы плавного пуска. Изучив сотни отзывов пользователей, мы не обнаружили ни одной претензии к инструменту. Вопросы есть к качеству оснастки и практически отсутствию ее в продаже в РФ. Но давайте вспомним один из аргументов в пользу покупки этой модели – переходник, позволяющий при помощи нехитрого инструмента пользоваться насадками сторонних производителей. Советуем реноватор для выполнения большинства работ. Если цена для вас высока, обратите внимание на Makita TM3000C. Даже с учетом покупки расходников удастся сэкономить пару тысяч рублей. Bosch PMF220CE обойдется еще дешевле, но явно уступает в работе с мягкими материалами и вообще в возможности регулировки частоты ударов в минуту. На втором месте Bosch PMF220CE. Инструменты немецкого бренда давно славятся эргономикой и надежностью. Реноватор PMF220CE не исключение. Двухдиапазонная рукоятка, подсветка рабочей зоны, низкий уровень шума и вибрации. То, что на первый взгляд выделяет его на фоне конкурентов. Заглянув в техпаспорт, обнаружим еще и самую высокую мощность в рейтинге – 350 Вт и наименьший угол колебаний – 1,4 градуса. Инструмент удобный в резке, но это если речь идет об относительно твердых материалах. Диапазон ударов в минуту от 15 до 20 тысяч. Скромен для простой обработки мягких материалов. Для зачистки и шлифовки любых поверхностей инструмент прекрасен. Приятно, что все самое необходимое имеется в коробке. 3 пильных диска, шлифовальная насадка, комплект шлиф-листов разной зернистости, ограничитель глубины. При цене, сопоставимой с Makita TM3000C 12 тысяч рублей, это явный аргумент в пользу Bosch. Инструмент для резки и обработки твердых поверхностей надежен, долговечен, но при условии оригинальности изделия. Просите у продавца сертификаты качества и проверяйте правильность заполнения гарантийного талона. Учитывая превосходящие технические возможности Makita TM3000C в части возможности обработки разных материалов и поверхностей, команда техревизора все-таки советует не экономить и отдает заслуженное первое место японскому инструменту. Ну и наконец-то лидер рейтинга Makita TM3000C. Реноватор, завоевавший наивысшую оценку на Яндекс.Маркете. Имеет самый широкий диапазон регулировки ударов в минуту от 6 до 22 тысяч. Плавный пуск, систему электронной стабилизации оборотов. Универсален, работает с любым материалом. Главное – правильно выбрать скорость. При мощности в 320 Вт без проблем справляется с резкой дерева, металла, всем спектром зачистных и шлифовальных работ. Единственный нюанс – всю оснастку придется покупать отдельно. Производитель уделил внимание качеству исполнения и решил отказаться от маркетинговых уловок, но оставил выбор инструментария пользователю. Цена самого реноватора – 12 тысяч рублей. Выявленный недостаток считаем условным. Нам, напротив, льстит такая честность. У каждого есть право выбирать инструментарий в свободной продаже, без переплат за ненужный. Даже с учетом покупки базовых насадок инструмент можно отнести к среднему сегменту цен и назвать его лучшим в ней. С этим согласны и эксперты, и пользователи. С сетевыми реноваторами закончили, теперь перейдем к аккумуляторным. Пятое место занимает Deca DKOT20 Multi. Дешевый китайский инструмент, стоит всего 5000 рублей. По внешнему виду, качеству сборки претензий нет. А вот заявленные характеристики пользователи и эксперты ставят под вопрос. Речь идет о 20 вольтах с частотой колебаний от 6 до 18 тысяч в минуту. На практике в состязании с конкурентами, аналогичными по характеристикам, заметно проигрывает в скорости и качестве работы. Аккумулятор садится также быстрее, благо их производитель положил в коробку 2. Хотя и тут есть претензия. Маломощной зарядки на полное восполнение энергии батареи понадобится больше 2 часов. Комплектация не вызывает нареканий. 2 скребка, шлифовальная насадка и 2 листа шлифовальной бумаги разной зернистости. Для смены насадок придется пользоваться шестигранником. Быстросъем не предусмотрен. Также нет возможности подключения пылесоса. Для удобства пользователя лишь подсветка рабочей зоны. Подойдет для нечастого домашнего использования. Профессионалам не стоит вестись на заявленные
заявленные характеристики им устройство не соответствует, уступает конкурентам по скорости и качеству выполнения работ. При этом претензий к качеству самого реноватора нет ни у экспертов, ни у пользователей. Поэтому считаем модель достойной 5-го места нашего рейтинга, как максимально бюджетный, но надежен инструмент преимущественно при шлифовальных работах. На 4-м месте стоит Makita DTM52Z. Японский инструмент с щеточным двигателем мощностью 18 вольт и диапазоном частоты колебаний 6000-20 тысяч в минуту с возможностью регулировки. В отличие от дека, здесь сомнений в честности заявленных возможностей не возникает. Предусмотрены плавный пуск, быстросъем насадок, прорезиненная рукоятка, возможность подключения пылесоса. Что нас разочаровало, так это содержимое коробки. Там только сам реноватор и инструкция. Ни аккумулятора, ни батарей, ни базового набора насадок нет. Если первое еще можно простить с учетом поддержки аккумуляторной системы Makita 18V LXT, возможность использовать аксессуары другого устройства бренда, то хотя бы шлифовальный диск в комплект могли положить, учитывая ценник в 15 тысяч рублей. Сам реноватор хорош, надежен, но решение производителя максимально сэкономить на комплектации не совсем понятно. Да, купить нужную оснастку пользователь может и сам, а вот аккумулятор можно было и положить, ведь не у всех имеются совместимые устройства бренда. Если вы из их числа, то это оправданная покупка, но если отдельно приобретать еще и зарядное устройство с аккумулятором, то устройство обойдется не намного дешевле Walt DCS356N, который может похвастать самым широким диапазоном регулировки колебаний и мощным бесщеточным двигателем. Тройку лучших открывает Bosch GOP18V28. Особенности: легкость, компактность и удобство эксплуатации, минимальный охват ручки в рейтинге, вес менее 1 кг, узкий корпус, интерфейс 3D с магнитным посадочным гнездом, блокировка кнопки, возможность подключения к пылесосу. Внутри бесщеточный мотор напряжением 12 вольт, создающий колебания в диапазоне от 5 до 20 тысяч в минуту с возможностью регулировки под конкретный тип обрабатываемого изделия, поверхности. Пильный диск в комплекте. Традиционно для бренда в коробку не положили даже аккумулятор с зарядным устройством. В этом контексте радует совместимость с аккумуляторной системой Bosch Professional 12V. Если у вас шуруповерт или другой аккумуляторный инструмент бренда, можно воспользоваться его аккумулятором и зарядкой соответственно. Цена 27 тысяч рублей. Инструмент находится на верхней границе среднего ценового сегмента, при этом не предлагая каких-то особых преимуществ даже по сравнению с бюджетным дека. Советуем рассмотреть другие модели рейтинга, особенно если у вас еще и нет совместимого аккумулятора бренда. Ключевыми при распределении 4-го и 3-го мест стал бесщеточный двигатель и наличие у Bosch хоть какой-то оснастки в комплекте. На 2-м месте Metaba MT18 LTX BL QSL. Внушительный диапазон колебаний от 8 до 20 тысяч в минуту с 12 ступенями регулировки. Угол колебания в 1,6 градуса и мощность бесщеточного двигателя 18 вольт делают его по-настоящему универсальным. В отличие от DeWalt, поставляется с 2 аккумуляторами по 2 ампера-час каждый и зарядной станцией. Также выигрывает и по количеству предлагаемой в комплекте оснастки. Внутри фирменного бокса обнаружим универсальное пильное полотно, дерево-металл, шлифовальную насадку, 10 шлифовальных листов разной зернистости, ограничитель глубины реза. Цена 51 тысяча рублей. Минусы – это субъективное мнение реального владельца, мимо которого мы пройти не могли, поскольку с ним согласились и некоторые эксперты. Цена с учетом качества профессионального инструмента с полным спектром возможностей, со всем необходимым из коробки, вполне оправдана. Условно, если доукомплектовать DeWalt 2 аккумуляторами, зарядным устройством, то его стоимость будет немного ниже. При этом запасная оснастка для Metaba дешевле, а ассортимент на российском рынке заметно шире. Если говорить о перспективе, Metaba для профессионального использования идеален. Первое место занимает DeWalt DCS356N, лидер по диапазону частоты колебаний от 0 до 20 тысяч в минуту. Угол колебаний 1,6 градуса. Бесщеточный двигатель напряжением 18 вольт. Все это делает его самым универсальным инструментом рейтинга. Для удобства возможность подключения пылесоса, подсветка рабочей зоны. Традиционно есть быстросъем насадок и переходник для использования насадок других брендов. Радует и набор предлагаемой оснастки
оснастки, пилка для резки дерева с гвоздями, насадка для резки древесины, шлифовальная насадка и 25 шлифовальных листов разной дисперсности. Огорчает отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте. Цена – 22 тысячи рублей. Универсальный инструмент для работы с любыми материалами и поверхностями. Практически все необходимое есть из коробки. Пильная насадка для дерева может использоваться для разреза гипсокартона, линолеума, тонкого металла. Шлифовальный диск в комплекте, учитывая возможность регулировки оборотов и наличие разной шлифбумаги, справляется со всем спектром возложенных на него задач. Цена, если вдаваться в подробности, оправдана. Затраты на аккумулятор, ЗУ и оснастку при покупке Makita DTM52Z максимально приблизят ее стоимость к DeWalt, преимущества которого не вызывают сомнений, а Bosch в базовой минимальной комплектации дороже. Если уже экономить, то выбирать Дека, но стоит осознавать существенное ограничение функционала, продиктованное техническими характеристиками. Подойдет в основном для шлифовки. DeWalt оптимален как для бытового, так и для профессионального использования. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.